юбилейную годовщину нашего брака мы решили отметить по-взрослому и отправились в круиз по Средиземному морю. Мы взяли путевку на 7 дней в середине октября на лайнер MSC Musica. Наш тур начинался в Риме, а затем мы поплыли в Геную, потом в Ниццу, потом в Барселону и, пересекая Средиземное море, останавливались уже на Ибице и на острове Сардиния. Важно! Это была моя самая первая поездка в Европу, и это был мой первый круиз. Если вы только исследуете возможность такого отдыха, возможно, в вашей голове те же вопросы, что были у меня. Поэтому смотрите это видео до конца, возможно, вы найдете его полезным. А пока ставьте лайки прямо сейчас. Поехали! Телевизор не выключен. О, вот наш дом на ближайшие 7 дней. Без окон, без дверей. Нас тут встречает капитан с инструкцией. Don't run. Да, как прыгать за борт. Так, что тут у нас есть? Ну, такой довольно большой туалет. Душик. Стерилизованный. Где беда? Нету беда? Беда нету? Холодильника нет. Вот почему. А это что? Есть холодильник, есть сейф. О! А за это надо платить? Надо разобраться. Да. Ладно. А вон сверху, вон там что такое? Шлюпка? Это еще одна кровать. Шлюпка. То есть можно тут ярусами спать. Мы купили самую дешевую каюту, без окон. Делали мы это по советам, которые мы подслушали на ютубе, и это оказалось полностью оправдано, потому что за каюту с окном или с балконом вы переплачиваете деньги, а по факту днем мы в этой каюте даже не находились. Мы просыпались рано утром, еще солнце не встало, целый день мы находились в городе, а когда возвращались вечером, было уже темно, и, в принципе, даже если бы у нас и был иллюминатор, ничего кроме темноты мы бы в окно и не увидели. Несмотря на маленький размер, каюта оказалась очень функциональной и удобной. Единственная проблема была однажды, заносила запах дизеля, но я бы не сказала, что это была прям великая катастрофа. В целом, каютой мы остались довольны, 5 звезд. У нас были опасения насчет качки. Да, когда была сильная волна, штормило, когда качка ощущалась, но почему-то не укачивала. А на спокойной воде все равно было слышно, некоторые, как будто вы едете в поезде, знаете, так чуть-чуть укачивает, но никакого дискомфорта по этому поводу лично у меня, например, тоже не возникало. Даже интересно. Лайнер — это такой дорогой отель, на котором ты плаваешь от города до города. Наш отель был рассчитан на 3000 пассажиров и на 1000 членов экипажа. То есть соотношение получается 3 к 1, и это очень хорошая цифра, которая говорит о качестве сервиса на борту. И подтверждаю, сервис был просто отличный. На борту есть все, что нужно избалованной публике. Бассейны, бары, джакузи, спортивные корты, казино. Спортзалы с видом на рассвет. Мы тут исследуем инфраструктуру корабля. Нашли площадку какую-то. А внизу маленький, а ты меня видишь? А внизу маленький гольф-курс. Да. Сказали, будем себя хорошо вести, клюшки дадут. По традициям отельного отдыха, вся движуха на круизе проходила в районе бассейна. Это если днем. Там работали аниматоры, работали бары, можно было загорать, было много шезлонгов. У меня лично проблема была в том, что очень много народу, и это была зона, свободная для курения. Ближе к вечеру вся публика перемещалась в район баров и ресторанов. Проводились разные ивенты, и каждый день был какой-то тематический, в плане дресс-кода точно. Over the bar,
Till the bottle of beans are very gone. Gotta buy that ring, 'cause that's his baby's favorite thing. Okay, alright, get it there. Wanna be American, wanna be American. Вся информация о событиях на лайнере была в приложении в специальном, которое можно было скачать и установить себе на телефон. Ну и также были специальные такие большие стенды, где можно было узнать, что происходит. Там можно было заказать экскурсию, посмотреть меню в ресторане. В том же приложении была такая замечательная функция, как мессенджер. То есть мы с мужем могли переписываться. Типа так: «Дорогой, забери меня из бара, не могу найти дорогу в каюту». Кстати, ориентация на лайнере — это вообще отдельная тема. Я забывала направление уже после второго поворота. Все коридоры одинаковые, все лестники одинаковые, все лифты одинаковые. Кто так строит? Кто так строит? Кто так строит, а? Безошибочно находить кафе мы научились только на третий день. Вчера я взяла фруктовый йогурт, он был невкусный. Это что? Попробуешь омлет? Мы же решили много не есть сегодня. Это называется много не есть? Самый опасный стенд с теплыми круассанами. Каждый вечер говорю: нет, утром больше много не ем. Приходит утро, и я такая: тарелку йогурта и опять сыр и булки. Ну, потому что булки очень вкусные, и сыр очень вкусный. И еще тут всего много вкусного, но у меня здоровье не позволяет все попробовать и съесть. В кафе мы обычно завтракали. Ужинать мы могли также в кафе, либо в ресторане. Если в столовой вы сами бегаете, выбираете еду, то в ресторане вокруг вас суетятся официанты, у вас есть меню, вы выбираете, что вы хотите поесть, ну то есть типа как в настоящем ресторане. И фишка ресторана была в том, что все блюда были так вкусно расписаны. Вообще казалось, что рестораторы больше вкладывались в описание блюда и в его презентацию, нежели чем в само блюдо. И мы иногда с мужем такие: ну нет, сегодня в ресторан не пойдем, пойдем в кафе, поедим салатиков. А потом такие: раз, меню. У нас же есть приложение, где мы могли смотреть меню. Такие меню смотрим, а там такие слова интересные, там такие блюда вкусные. И мы такие: о, ну нет, сегодня надо в ресторан. Где же мы еще улиток поедим? Ужинали мы чаще в ресторане. Теперь, что касается дополнительных расходов на круизе. А на самом деле круизы зарабатывают не на продаже билетов и туристических путевок. Основные источники дохода – это дополнительные сервисы, поэтому много чего на круизе за деньги. Wi-Fi, алкоголь, экскурсия, вся продукция в барах, фотографии и чаевые. Если вы что-то покупаете, на эту покупку начисляется еще 15%. Также 15% у вас спишется с карты от стоимости всей путевки. Это чаевые за сервисы на борту лайнера. Будьте к этому готовы. Винную карту или там алкогольный пакет, его можно было купить на сайте, либо можно было купить на самом лайнере, но мы этого не сделали. Потому что даже самая дешевая опция предполагала потребление больше 2 бокалов вина в день, и для нас это было невыгодно. И вообще, если нам что-то надо было купить, мы рассчитывались картой MSC. Эта же карта служила как ключ от номера и универсальный документ. То есть выйти с лайнера и вернуться обратно мы могли, предъявляя эту карту. Поэтому все люди на лайнере держали ее близко к сердцу или вешали себе на грудь и ходили с этой картой вот прям везде-везде. Пара слов про дресс-код. Все-таки круиз – это такой аристократический отдых. И если у вас написан дресс-код casual, то есть повседневный, то совсем не значит, что нужно прийти в худи и в джинсах. Поэтому, девочки, собираясь на круиз, запасайтесь платьишками, вечерними, бальными, красивыми, белыми, нарядными.
Вот. А еще не помешает пуховичок, если вы хотите встретить рассвет на палубе, пляжная одежда, если вы хотите позагорать у бассейна, и вдруг вы захотите позаниматься йогой, для этого вам понадобятся еще и треники. Ну, теперь о том, что доставляло мне такой дискомфорт. Во-первых, очень-очень много народу. Ну и во-вторых, это атмосфера шика, лоска, блеска. Все-таки, наверное, я привыкла к более демократичному стилю. На этом все. Спасибо, что посмотрели видео, но у меня для вас есть еще интересная история. В следующем видео я расскажу о наших экскурсиях и о том, как можно опоздать на круизный лайнер. Подписывайтесь на канал, следите за нами.